Привет, друзья! Итак, сегодня я хочу вам показать свой метод расчета по квадрату Пифагора. Довольно очень простой и без сильных умозаключений, сложений и вычитаний. Поэтому запишем нашу дату. К примеру, будет 3 мая 1970, пусть будет 4-й год. Что мы будем делать? Мы будем строить квадрат Пифагора. Каким образом? Расчерчиваем вот таким образом наш листочек, как в крестике-нолике, когда играем. И записываем сюда все цифры. Единица у нас 1. Записываем. Двоек у нас нет. Соответственно, мы ставим прочерк. Троек у нас 1. Четверка у нас 1. Пятерка у нас 1. Шестерок у нас нету. Семерок у нас 1. Восьмерок у нас нету. И девяток у нас 1. Как правило, хочу сделать такое замечание, что, как правило, люди, которые родились в 1900-х годах, уже наделены 1 девяткой, а то и более. Исключение будет люди, рожденные 1999 год. У них, как правило, уже имеется 3 девятки. А также, если люди уже рождены в 2000-х годах, как правило, они уже лишены этой девятки. Что мы можем здесь увидеть? Давайте будем потихонечку характеризовать и разбирать эту всю картину. Что у нас отвечает единица в данном случае? Если у нас присутствует 1 единица, то, как правило, такие люди испытывают проблемы с вербальным самовыражением. То есть, что это означает? Это означает то, что такие люди, как правило, могут быть очень хорошими ораторами, очень приятными собеседниками, но когда дело доходит до того, чтобы как-то самовыразиться, да, люди часто теряют и испытывают трудности в этом случае. Как правило, такие люди могут как-то саркастично ответить, как-то могут зло пошутить, но это будет как элемент самозащиты, то есть это не обязательно будет как какой-то акт нападения, и не нужно это будет принимать на свой счет. Также таким людям нужно уметь думать то, что они говорят, потому что в дальнейшем это может привести к печальным последствиям. Если у человека, например, присутствует 2 единицы, да, то это говорит о том, что человек часто способен увидеть 2 стороны ситуации, будь то конфликт, будь там что-либо другое. И нередко может случиться то, что такие люди посреди обсуждения либо конфликта, либо какой-то ситуации могут принять абсолютно другую сторону, которая, возможно, может быть и не согласна быть с вашей стороной. Часто бывает много успешных политиков, каких-то профессиональных деятелей, также могут быть и мыслители, то есть и дипломаты, то есть все люди, которые способны видеть ситуации с разных сторон. Если у человека в дате присутствует 3 единицы, да, это может свидетельствовать о том, что здесь абсолютно совершенно другой тип проявлений. Чаще всего эти люди очень многословные, они могут очень болтать без умолка, оставаться при этом умными и интересными. Чаще всего такие люди любят участвовать везде и сразу, то есть их бывает очень много. И эти люди, как правило, не тихие, то есть они очень активно и импульсивно радуются своей жизни, и они стараются делиться радостью со всеми окружающими. Что еще можно сказать про таких людей? Если у человека присутствует 4 единицы, да,
то люди с 4 единицами, как правило, испытывают проблемы с вербальным самовыражением. То есть, что это может означать? Это означает то, что чаще всего их окружающие интерпретируют слова неверно. То есть жизнь у этих людей очень бурная, очень открытая, и, как правило, люди не могут скрывать своих эмоций. То есть они могут быть даже эгоистами. Но при этом, будучи эгоистами, такие люди очень способны на эмпатию к окружающим людям и близким людям, которых они очень любят. Если у человека 5 единиц, да, явление это довольно редкое. Такие люди имеют очень большие проблемы с вербальным самовыражением, и чаще всего это подавляется окружающими. То есть, как правило, это люди гиперактивные в молодости. И они могут быть очень несчастливы, поскольку окружающие их часто не понимают. И это может вести к отстраненности, которую, в свою очередь, только может усугубить чувство одиночества. Эти люди могут быть очень сильно одержимы своей внешностью за счет того, что они очень эгоцентричны. И также их можно спокойно заподозрить в нарциссизме. Но, опять же, в тайне они стараются это все скрывать. То есть самолюбование вкупе со склонностью к обману могут повести таких людей к различным психическим расстройствам. Здесь у нас двойки нету, но характеристика числа 2. Что оно означает? Как правило, если у нас присутствует одна двойка в дате, то она указывает на крепкую базовую интуицию, которая чаще всего бывает недостаточно для самовыражения в высококонкурентном мире. Особенно это касается мужчин, потому что мужчинам приходится дополнительно что-то доказывать и больше проявлять терпение и смирение. А у женщин же априори уже имеется двойная двойка, и им в этом плане намного проще, потому что они надарены качеством, которые характерны для гармоничной двойной двойки. Как правило, люди с одной двойкой обнаружат, что им требуется больше значительное количество времени для того, чтобы расслабиться, побыть на природе, вдали от напряжения и гонки за каким-то успехом. То есть 2 двойки, если у человека присутствует, это у нас означает, что люди чаще всего бывают умнее среднего, поскольку от природы способны к пониманию людей и обстоятельств. Интуиция этих людей им служит изумительно надежным проводником, когда речь идет о первом впечатлении. И чаще всего они практически мгновенно составляют верное мнение об человеке и окружении его. Но также они хорошо отличают, насколько искренен человек, а насколько нет, благодаря своей развитой интуиции. А также им следует опасаться того, что они могут ввязаться в слишком большое количество благородных дел одновременно. То есть этих людей могут использовать другие люди. Если у человека присутствует 3 тройки, да, то это означает то, что в человеке присутствует эмоциональная самозащита, и таких людей проводят чаще всего в одиночестве. И они мало проникают и играют в какую-то важную роль в своем окружении. Так что такие люди, как правило, занимают больше оборонительную позицию, то есть не подходи, это мое. Здесь мое, здесь твое. И поэтому здесь таких людей очень легко можно задеть. Дети с тремя тройками чаще всего становятся очень хорошими подражателями, поскольку они способны разделять чувства других людей, даже не давая об этом отчет. Если у человека присутствует 4 двойки,
это нам говорит о том, что таких людей очень много одиночества. В таких людях очень много одиночества, потому что они очень чувствительные, у них гиперчувствительность, и их высокая чувствительность нуждается в постоянном контроле. Иначе она может привести к тяжелым внутренним конфликтам, которые неизменно могут вылиться в раздражительность, язвительность, злобе по отношению к окружающим. То есть, как правило, такие люди очень нетерпеливые. То есть им постоянно нужно все и сразу. Если у человека присутствует 5 двоек и более, да, то эта комбинация встречается очень редко. Ну, например, 22 декабря 2022 год. Вот, индивидуумы чаще всего с 5 двойками, как правило, становятся абсолютными рабами своей гипертрофированной чувствительностью. То есть они нуждаются в направлении и самой деликатной заботе и работе со своей чувствительностью. Особенно в молодости, потому что с возрастом это может вылиться в одиночество. Здесь у нас присутствует число 3 у человека. Тройка у нас символизирует, как правило, это так, здесь у нас присутствует тройка. Но если у человека отсутствуют тройки, то это может не обязательно свидетельствовать о том, что у человека какие-то проблемы с умственной деятельностью. Чаще всего такой человек сам поддается лени, то есть ему трудно учиться, ему нужно наполнять свою жизнь максимальными интеллектуальными нагрузками. Если у человека присутствует одна тройка, то становится прекрасным подспорьем в юности, помогая индивидууму получить базовое свое образование, то есть будь то официально, либо неформально, а также сохранить длительный интерес к жизни и к своему профессиональному занятию. Если у человека 3 тройки, точнее 2 тройки, прошу прощения, если у человека 2 тройки, то это говорит о том, что люди обладают значительными какими-то творческими способностями. Чаще всего у них присутствует склонность к писательству, к литературе, к философствованию. То есть это указывает на интенсивную ментальность, активность и яркое выражение индивидуума. То есть человек может быть очень хорошим писателем, например. Вот, то есть эту энергию тоже нужно контролировать и направлять ее в определенное позитивное русло, потому что может случиться так, что произойдут деструктивные неприятности с человеком. 3 тройки говорит нам о том, что у человека настолько высока ментальная активность, что человек может терять. То есть 3 тройки говорит о том, что у человека очень высокая ментальная активность, что может терять связь с реальностью. То есть он погружается в изоляцию, и чаще всего это ведет его к одиночеству. То есть максимально циклится на себе. То есть у них, как правило, очень буйное воображение, и оно настолько может быть занято построением каких-то негативных сценариев в своей жизни, что это может нарушить и психическое равновесие самого индивидуума. То есть людям необходимо терпение, понимание и забота со стороны окружающих. Им нужно, как правило, использовать свою энергию в нескольких руслах. Ну, например, писательская деятельность, например, музыкальная деятельность. Если у человека 4 тройки, это нам говорит о том, что у человека чересчур бурное воображение и очень ментальная гиперактивность. И физическая сторона реальности интересует их совсем мало, потому что они больше стеснены. Вот. А на практическом уровне такие люди, как правило, очень беспомощны.
таких людей понять крайне сложно, потому что у них очень бурная фантазия, у них очень склонность к паранояльным каким-то элементам. То есть люди максимально сосредоточены на себе и своих умозаключениях. У нас здесь присутствует также четверка. Четверка у нас одна. Вот. И, как правило, люди, если у них отсутствует четверок, говорит о некотором недостатке терпения. Но оно является проблемой в значительной мере, и оно может зависеть от других каких-то нумерологических факторов. Вот. А если у человека одна четверка, как в нашем примере, то люди наиболее ответственно выражают себя, включая организационную, техническую и финансовые сферы. Такие люди предпочитают чаще всего конкретику, чем абстрактные понятия. Люди с одной четверкой чаще всего скептически относятся к каким-то туманным теориям. Для них больше всего важнее будет практика, нежели чем теория. Вот, то есть, уделяя большое количество физической стороне жизни, эти люди могут в каком-то смысле стать материалистами. То есть, этот негативный аспект числа 4, целью которого является научить своих подчиненных использовать их природную терпеливость, чтобы крайне избежать материализма. Если у человека присутствуют две четверки, то это символизирует о том, что человеку необходимо равновесие и осторожно выбирать друзей. То есть, как правило, таким людям особенно рекомендуется избегать любого сближения с людьми, у которых есть проблемы с алкоголем, с какими-то зависимостями, например, наркотической. Вот. Потому что таким людям нужно проходить свой путь самостоятельно. Если у человека 3 четверки присутствуют, то многие люди очень чувствуют, что их тянет к тяжелому физическому труду. То есть, причем они могут работать практически до полного истощения и изнемождения. То есть, они могут получить хороший успех, высокий успех, работая в каких-то физических профессиях. Например, это может быть тренер, это может быть и грузчик, то есть различные сферы, где нужна физическая активность. Вот. Но также нужно им самоконтроль, потому что если у человека нет контроля, то между физическим и ментальным могут быть широкие большие проблемы. То есть чаще всего люди страдают проблемами с слабостью нижних конечностей, потому что вся нагрузка приходится на их ноги. То есть нужно уделять внимание больше щиколоткам, стопам, коленям и голеностопу. Если у человека присутствует 4 четверки, то это говорит о том, что все рекомендации, которые были даны людям с 3 тройкой, им нужно их соблюдать еще больше. И также им нужно вооружиться огромным терпением, потому что они относятся к любым нематериальным понятиям с очень высокой долей скептиса. То есть, учитывая сильнейший перекос в сторону физического аспекта, им также серьезно нужно уделять внимание другим сферам своей деятельности. И такая комбинация случается довольно редко. Ну, например, 24 апреля 1944 год, например, или 2024 год, либо 4 апреля 2044 год. 5 четверок нам говорит о том, что дальше. Пятерка. Вот, число 5 у нас в центре, и оно занимает уникальную позицию, потому что оно располагается в самом центре
таблице рождения и требует особого внимания, поскольку оно влияет на эмоциональную энергию человека сильнее, чем какой-то другой элемент в таблице в целом. То есть, будучи центральным числом таблицы, оно является нумерологическим эквивалентом сердечной чакры. И оно символизирует любовь, свободу самовыражения, как эмоционального, так и художественного. Еще один уникальный аспект числа 4 состоит в том, что оно герметичное, то есть оно находится в замкнутом пространстве всех чисел, которые находятся рядом с ним. Если у человека присутствует одна пятерка, то это говорит о том, что люди получают высокий шанс стать гармоничной личностью. То есть это также единственное число, которое гарантирует, что ни одно из угловых чисел не проявит свои негативные качества. То есть действуя в качестве некой защитной оболочки для обостренной чувствительности, и пятерка укрепляет силу воли и развивает способность к сопереживанию, давая человеку то, что мы называем сильным характером. Если у человека присутствует две пятерки, то это говорит о том, что им необходимо контролировать свои эмоции. В противном случае люди рискуют пасть в зависимости от внешних привычек и сексуальных желаний, и без чего они не смогут высвободить свою постоянно накапливающую эмоциональную энергию. То есть кипучая энергия таких людей могут подавлять окружающие и приводить к недопониманию. То есть они с таким надрывом могут выражать свое отношение ко всему, что постоянно создают вокруг себя какой-то эмоциональный прополох. И сами чаще всего могут заработать язву желудка и проблемы с ЖКТ. Если у человека присутствует 3 пятерки, то это означает то, что таким людям уже в детские годы необходима особая помощь, воспитание и самодисциплина. То есть самая большая ответственность здесь ложится именно на плечи самих родителей, которые, как правило, не готовы к ней и зачастую чувствуют, что не справляются с ней. И если родители научатся думать, прежде чем говорить, и действовать, то этот ребенок будет очень гармоничной личностью в будущем. 4 пятерки. 4 пятерки нам говорит, что здесь эмоциональное напряжение у личности настолько велико, что может стать даже и угрозой для его жизни. Потому что комбинация эта тоже встречается крайне редко, и у таких людей чаще бывает высокий риск несчастных случаев, потому что они все время находятся в состоянии острого стресса. То есть таким людям очень нелегко разобраться в жизни, если только они не обратятся за помощью к грамотному наставнику либо к специалисту. Число 6. Число 6 у нас, к сожалению, отсутствует. И шестерка у нас обозначает то, что это созидательная творческая энергия человека, а также ее антипод, то есть деструктивность и стремление разрушать. То есть творчество – это лучше, чем можно понимать человека. То есть если у человека отсутствует шестерка, то это может означать то, что человеку необходимо сознательно развивать свои творческие способности, то есть опираться на те силы, которые у него уже имеются. То есть нужно прилагать большую творческую энергию, требующую для ее индивидуальности. Если у человека присутствует одна шестерка, то это означает, что у них ярко выражена ответственность по отношению к семье, которая нередко замещает истинную роль числа 6, то есть творчество. То есть люди, становясь более зрелыми, они осознают, что довольствоваться одним лишь домашним благополучием вовсе недостаточно. И тогда сила воли помогает им начать реализовывать творческую энергию.
Либо в противном случае обладатели единственной шестерки, так и могут не могут не понимать, почему они так недовольны своей жизнью. И если у человека присутствуют две шестерки, то две шестерки чаще всего требуется больше отдыха, чем, скажем так, нам обычным, поскольку они тратят больше нервной системы, нервной энергии в своих творческих и повседневных трудах. Чаще всего она может стать хорошей возможностью для развития, так и тяжелым препятствием. То есть у людей, еще не достигших осознанности, изначально будет перевешивать негативные аспекты двойной шестерки, то есть включая волнение, тревогу, стресс и даже раздражительность. Если у человека присутствуют три шестерки, не пугаемся, это просто цифры. Три шестерки происходит чаще всего навязчивая тревога о доме, о домашних делах, которые человек, скажем так, посвящает себе большую часть своей жизни. В большинстве случаев этому подвержены женщины, поскольку они реже стремятся находить интересы вне семьи. И, как следствие, они любят своих близких, так сказать, своей собственной любовью, фанатично оберегая их от всего на свете. Проблема таких людей состоит в том, что они не осознают, что есть много прекрасного вне дома. Таким людям необходимо прилагать особые усилия, чтобы достичь равновесия и в своей жизни. То есть им может помогать отдых, какие-то творческие самовыражения, правильное питание и некая, скажем так, изоляция от дома. То есть нужно уметь выбираться из дома и абстрагироваться и отдыхать от домашних дел. Если у человека присутствуют 4 шестерки, то есть это явление довольно редкое, то есть это может случиться, например, 16 июня 1966 года, к примеру, либо 26 июня 2066 года, то говорит исключительно о творческом потенциале под воздействием эмоций. Ее негатив может постоянно вырываться вверх. То есть и как следствие такие люди очень часто становятся нытиками, они постоянно жалуются, что у них все плохо, что все нехорошо, и тем самым они подрывают свое здоровье и психическое, и эмоциональное, и тем самым разрушая отношения с друзьями, близкими и даже коллегами по работе. Число 7. Число 7 это отражает тот объем знаний, который человеку необходимо получить через какой-то личный опыт, который потери либо здоровья, либо материальные блага. То есть это чаще указывает на то, что необходимо отстраняться от материального блага, чтобы сосредоточиться на интеграции тела и души. Если у человека отсутствуют семерки, то это может свидетельствовать о том, что человек уже получил свой положенный опыт жертвования в недавних воплощениях, и больше он в этом не нуждается. Если у человека присутствует одна семерка, то потеря в области здоровья, любви, денег или имущества будут очень серьезным для него испытанием, и единственный смысл послужить раскрытию души человека. Люди с одной семеркой нередко оплакивают свои потери и страдания, не осознавая, что ключи жизненного принципа – это отказаться, чтобы получить, то есть переставать идентифицировать себя со всем материальным имуществом. То есть если мы не можем потерять любовь, то как мы можем потом любить? Две семерки. Две семерки говорят о том, что человеку предстоит выучить наиболее серьезные уроки, которые будут воплощены в опыт, который будет нелегким, и он необходим для того, чтобы индивидуум обратился к более глубокому и высокому пониманию жизни. То есть опыт потерь подстегивает наш интерес к метафизическому, проявляя в нас более высокие способности целительства, учительства, сострадания и так далее.
Вот, когда такие люди идут не по позитивному сценарию, то они не достигают того необходимого философского понимания жизни, на которое действительно они способны. А вместо этого они постоянно ноют, плачутся, жалуются на судьбу, что все виноваты, кроме них самих. Три семерки. Три семерки может оказывать очень серьезное влияние в области здоровья, любви и финансового благополучия. То есть в действительности такие печальные события больше влияют на окружение самого человека, нежели чем на него самого, поскольку он уже потерял все, что он только мог. То есть в результате обладатели трех семерок могут стать очень интересными и прекрасными людьми. Что же касается, например, негативных душ, да, которые, скажем так, предпочитают барахтаться в жизненной грязи и полагаться на чужую жалость, то чтобы оправдать свое существование, склонность к депрессии, асоциальному поведению, что усложняет больше их положение и нередко может приводить к потере друзей. Четыре семерки. Явление крайне редко. Это показывает о том, что у человека присутствует очень глубокое понимание философии жизни. Оно дает возможности для быстрого роста, духовной осознанности. И однако для того, чтобы это произошло, необходимо базовое образование, это в кавычках заключим, которое включает в себя важнейшие индивидуальные дисциплины, обучающие человека царствовать над собой. Царствовать над собой мы возьмем тоже в кавычки. И, соответственно, если у человека восьмерки присутствуют, да, но у нас в данном случае восьмерок нету, вот, то восьмерки нам указывают на то, что это очень активное число души, и оно оказывает двойное влияние. То есть на духовном уровне это число мудрости, а на физическом это число активной независимости. Если у человека отсутствует восьмерка в таблице, то указывает на то, что человеку необходимо прилагать больше усилий для развития мудрости и обретения независимости. Тогда жизнь станет более полной и успешной. Если присутствует одна восьмерка, то люди, выбравшие позитивный путь развития, предельно педантичны и скрупулезны. То есть они, если пойдут по негативному сценарию, то в их характере будет доминировать апатия и нестабильность. То есть для людей такого состояние с двумя восьмерками. Для них естественная аккуратность, внимательность к деталям, добросовестность и все эти аспекты практической мудрости, позволяющие людям с седьмой восьмеркой обрести независимости. Вот. И также эти люди очень часто бывают в поиске истины, которые могут потом потерять, хоть и в позитивном, хоть и в негативном ключе. Непоседливость вдохновляет их на путешествия, которые должны признавать, скажем так, чудесным источником знаний и мудрости. Но если они не путешествуют в молодые годы, у них может развиться чувство какой-то неудовлетворенности, что им чего-то не хватает, что может усилить их раздражительность и порой приводя к ощущению безысходности, загнанности и неполноценности. Если у человека присутствует три восьмерки, то это, как правило, указывает на крайнюю неспокойность как следствие влияния негативного аспекта тройной восьмерки. Вот, оно заключается очень часто, чем ее противоположность. Вот, позитивные люди с тремя восьмерками проявляют в жизни очень великую мудрость и независимость, предпочитая все время быть в делах, в движении, и если они сохраняет внутреннюю уравновешенность, радость бытия, завоевание немалых друзей. Но, к сожалению, так живет очень малое количество людей. Если у человека 4 восьмерки, да, 4 восьмерки, то это явление крайне редкое и, скажем так, это люди гиперактивные, более беспокойные,
Дети, например, с 4 восьмерками ни в коем случае не должны заставлять себя сидеть и смотреть телевизор или просто сидеть смирно. То есть такое поведение для таких детей очень неестественно. Вот. Также следует научить их ориентироваться в пространстве и как можно чаще с ними быть в путешествии. Число 9. Девятка присутствует у всех людей, рожденных до 2000 года. Вот девятка у нас одна присутствует. Девятка характеризует то, что на физическом уровне проявляется она в амбициях, и именно та сила, которая ответственна за многочисленные международные столкновения в мировом хаосе 20 века. Вот. Но когда наступил 21 век, людей стали рождаться без девятки в таблице рождения. То есть у нас есть хотя бы одна девятка, благодаря чему фокус жизни качественно смещается. Вот. У людей будут больше глубоких эмоциональных знаний, меньше эгоистичной амбициозности. Вот. Если у человека присутствует одна девятка, как у нашего героя, то одна девятка указывает на то, что это лучший способ конструктивно использовать свою энергию, чтобы найти баланс между тремя ее аспектами. То есть чрезмерный фанатизм, стремление наверстать все упущенное и с избытком исправить все совершенные ошибки может повести к только ухудшению ситуации. То есть здесь важно соблюдать меру. Если у человека две девятки, да, вот, то для людей с двумя девятками характерно одновременно и пылкая вера в идеалы. А для людей с двумя девятками в таблице характерно одновременно и пылкая вера в идеалы, и современное серьезное мышление. Их чрезмерно пылкий идеализм, как правило, оторван от реальности. Им необходимо следить за тем, чтобы сохранить адекватный уровень практичности и в противовес миру идей, забирающий большую часть энергии. То есть люди с двойной девяткой должны научиться сдерживать склонность критиковать тех, кто менее активен в своей повседневной жизни. Если у человека 3 девятки, вот так вот, то это нам говорит о том, что этим людям необходимо научиться смотреть на вещи объективно и оценивать их значимость более зрело. И так они обретут способность не судить с лишней строгостью и проявлять гибкость там, где сталкиваются с отклонением своего идеала. То есть, если человек не понимает своей силы, то она может приводить к психическим расстройствам. То есть, вот таким образом. Если у человека 4 девятки, так вот делаем. Вот. То есть это довольно редкая конструкция. Вот. Такие люди, как правило, уходят от социума, будучи не в силах смириться с тем, что не укладываются в их парадигме об идеальном мире и обществе. То есть некоторые из них менее радикальны и нередко даже могут казаться обычными, скажем так, нормальными людьми. Но время от времени все это им надоедает, и они уезжают куда-нибудь далеко, либо запираются от окружающих у себя дома на долгие дни, и даже, может, и годами. Вот, то есть другой тип людей, да, которые относящиеся к окружающим с некоторой агрессией, даже воинственно, им как будто доставляет удовольствие унижать других, тех, кто не соответствует их представлениям об идеале. То есть такие люди могут быть опасны, и им абсолютно необходима помощь опытного психолога. То есть в противном случае они могут быть навсегда в полном одиночестве, либо поранить себя и других в очередном приступе ярости. 5 девяток. Явление крайне редкое. Вот, оно появляется, например, когда человек родился, например, 9 либо 19 сентября 1999 года.
То есть таких людей понять практически невозможно и даже помочь им. То есть все сказанное о людях с 4 девятками, с 3 девятками, вот, нужно относиться к ним еще большей степени доверия. То есть нужно надеяться, что родители таких детей окажутся квалифицированными специалистами и помогут справиться с дальнейшими трудностями своих детей. Я надеюсь, данное видео вам понравилось, и следующая будет тема касаться это вектора. О ней чуть позже. Буду рад вашей подписке, вашим комментариям. Всего доброго.